Приветствую, это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. В 1938 году увидела свет повесть Джона Кэмпбелла под названием «Кто ты?». Рассказывает она о членах антарктической экспедиции, нашедшей вмерзшую в лед летающую тарелку. При попытке прорыть к ней тоннель обнаруживается инопланетное существо. Несмотря на заморозку в 20 миллионов лет, оно оказывается живее всех живых. И к тому же обладает еще и целым ворохом ништяков, вроде способности принимать обличие окружающих существ или таланта читать их мысли. Мужественные полярники вынуждены вступить в схватку с пришельцем. Сей труд пытались экранизировать трижды. Началось все с фильма 1951 года, но на нем мы сильно заострять внимание не будем. Из книги он взял только вступительную часть, касаемо обнаружения пришельца. Все остальное плод больной фантазии сценариста. В том числе, что нечто это овощ, размножающийся семенами и пьющий кровь. Добавьте сюда шитую белыми нитками лирическую линию, кучу дурацких отступлений, постоянные шутки-прибаутки, убивающие весь саспенс, и поливание нечто керосином прямо из ведра, и получите типичный sci-fi 50-х. Превращений тут нет, а монстра изображает просто упоротый фрик. Так что сразу перейдем к самой культовой нечте 1982 года. Это и по сей день образец хоррора. Спецэффекты отлично смотрятся даже спустя 30 лет. Харизматичные герои, прекрасная атмосфера и бессмертная музыка. Но можно ли сказать, что фильм совсем безупречен? К сожалению, нет. Начнем с необъяснимой крутизны Макрити. По идее, это просто один из полярников. Да, в дурацкой шляпе не по климату и умением лихо троллить комп. Но, увы, для всеобщего уважения этого мало. Смекалку и свою невероятную живучесть он проявит только потом. Так что заставляет других чуть ли не в рот ему смотреть. С Блэром что-то неладное. Непонятно. Итак, к американской исследовательской станции бежит некая собака, преследуемая норвежскими полярниками. Те орут, ведут себя неадекватно, постоянно тычут в зверя и пытаются его убить, паля во все стороны. Поэтому, в принципе, действия начальника станции вполне объяснимы. Но почему странную собаку потом никто не изолирует? Почему она свободно разгуливает по комнатам и всем на нее плевать? О, ну да, норды просто психованные дегенераты, которым вперлось замочить бедного песика. А мысль, что тут может быть разносчиком какой-нибудь опасной болезни, бравым амерам в голову, разумеется, не приходит. Вместо этого они летят на норвежскую станцию. Вернее, ее останки. Более того, совсем неподалеку находится труп какого-то доселе невиданного чудовища. Но разве это может поколебать твердую уверенность янки в том, что селедочники просто спятили? Амеры со спокойной душой тащат эту мерзость обратно на станцию. У них-то ведь ничего такого не случится. Ну ладно, Макриди, он пилот, а не ученый. Допустим даже, что летавший с ним врач неуч и придурок. Но как себя ведут настоящие ученые? А затаскивают эту гадость на станцию и тут же начинают ее потрошить, нисколечко не заботясь о карантине или собственной защите. А обычных целлофановых перчаток, конечно же, хватит, да. А вдруг перед вами источник вирусов или бактерий? Что это вообще такое? Реликт, мутант, лабораторный уродец? Допустим, самое невероятное – адский демон или пришелец из космоса. Так мало ли чем он опасен? Или вы дауны и напрочь забыли о том, что случилось с норвежцами? Если так охота посмотреть, что у этой пакости внутри, оборудуйте специальное помещение. Найдите защитную одежду. Не надо? Ладно.
Кстати, знаете, чем эти так называемые ученые занимаются в свободное от вскрытия монстров время? Правильно, ничем. Наука, она как раз такая. Все курят бамбук и ничего не делают. Полярники, да. Далее собаку наконец-таки изолируют, запихивая ее в псарню к товаркам. Умно, нечего сказать. Не заразная она. А полудохлые норвежцы за ней гнались просто потому, что дебилы. Но, разумеется, это нечто. Правда, оно тоже какое-то странное. Несмотря на то, что опыт общения с человеками уже имеется, и даже на этой станции захаван как минимум один человек, нечто решает устроить переполох, напав одновременно на всех собак. Сцена зачетная, кто бы спорил, но вы как-то определитесь, высокоразумное оно или уже нет. Прибежавшие люди пялятся на тварь во все глаза. Нет, это нормальная реакция. Интересно другое. Кусок мерзости отпочковывается от основной массы и залазит на чердак. Но всем на это как-то насрать. Даже после того, как оставшуюся внизу дрянь уже сожгут. Ну или типа сожгут. 5 секунд обработки огнеметом как-то маловато для уничтожения блевотной субстанции, не находите? Спустя 3 минуты полярники вскрывают уже ее, причем внезапно уже нисколечко не зажаренную. Обратите внимание, как этот, так сказать, ученый сначала тычет карандашом в еще сочащуюся слизью нечто, а затем тянет его в рот. Элита просто научного сообщества. Макриди же снова летит к норвежцам и на этот раз находит летающую тарелку под огромным слоем льда, а также нычку пришельца, правда почему-то уже на поверхности. А разве она не должна быть на той же глубине? Или нечто, пардон, ждал, пока не нарастет 10 метров льда, и лишь потом открыл люк, причем, заметьте, прямо в ледник, пробил шахту и пошел гулять? Куда идем мы с Берточком? Большой секрет! Что остальные ученые? Суперкомп и супермикроскоп в одном лице уже выдал результат. Все население планеты будет заражено в течение 27 тысяч часов. 82-й год, ага. Экипаж не представляет ценности. Подобную программу надо еще написать и на чем-то протестировать. Хотите сказать, что сам врач этим и занимался? Тем же временем выясняется и источник крутизны Макриди. Он действительно может то, чего не умеют другие. Бухать и занюхивать пойло грязными кальсонами, хорошо если своими. Ну и пока растет степень его эпичности, на складе снова дает о себе знать пришелец. Его прикрыли аж целым одеялом и оставили так без присмотра. Ну кто бы мог подумать, что что-то произойдет. К счастью, в людей монстрёк быстро превращаться не научился, и его сжигают уже как положено. Самое смешное, что вроде как бы нервное и опасное нечто даже не рыпается, пока его обливают горючкой и обкидывают окурками. Ну и пока толпа вопит «Масленица, гори!», ушлый доктор незаметно убивает собак и ломает всю технику. Нет, понятно, что из добрых побуждений, но осадочек остался. Врача запирают. Вы не поверите, в мастерской. А вы инструменты и все маломальски похожие на них оттуда вынесли? Нет. Тогда не удивляйтесь, что доктор не просто сбежит, а еще и выроет целую пещеру в снегу и из ничего построит там летающую тарелку. Снег-то он во время своей стройки куда девал? Кстати, о нем. Мы постоянно слышим буря, 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 но что-то похожее на метель показывают лишь в конце фильма. Ну, хоть шапки на бошках присутствуют. Итак, нечто и может быть любой. Полярники начинают друг друга подозревать, баррикадировать окна и заколачивать двери. Для чего? А для того, чтобы в итоге выяснилось, что, внимание, у полярной станции
однослойные фанерные стены, которые ничто остановить просто не в состоянии. Тем временем башковитый Макриди изобретает способ идентифицирования монстряков. И знаете, каким макаром он проводит свое тестирование? Да, скручивая веревками всех человеков и потенциальных нечеловеков, усаживая их в ряд. Действительно, но не начнет же преобразившийся монстр убивать всех, кто к нему привязан, а ты не сможешь его поджарить в опасении задеть других. Самое смешное, что и не начнет. Сожги его! Но вот фильм близится к концу. Большая часть людей перебита. Генератор вырублен. Макриди путем непонятных умозаключений приходит к мысли, что тварь хочет замерзнуть. Интересно, а что мешает ей отойти на 100 метров от лагеря и замерзнуть там? Или она хочет сначала заморозить людей, и уже потом, когда угрозы не будет, самой прикинуться шлангом? Но тогда, может, стоит с этого и начинать? Какой же гениальный ответный ход придумывают люди. А решают, что станцию, находящуюся почти что на Южном полюсе, надо сжечь. Типа это стопроцентный способ нечто уничтожить. Плевать, конечно, что сами вы в итоге замерзнете еще быстрее. А какой-либо гарантии, что одна из нечтовых ипостасей уже не свалила на мороз, как не было, так и нет. Давайте устроим фейерверк. Но сначала надо разделиться, ведь это так логично. Не смотри, что нечто только этого и ждет. Впрочем, все кончается удачно. Макриди жив, монстр мертв. Или нет? Ведь, пораскинув мозгами, доходишь до вполне очевидной вещи. Если даже одна клетка нечто – это самостоятельный организм, то для того, чтобы заразиться, достаточно с ним рядом просто постоять. Поэтому все эти всасывания, атаки и прочая петрушка не имеют никакого смысла. Всего один вдох и все, трындец. Другое слабое место – идея о том, что копирование внешнего вида равно копированию личности человека. Тут даже телепатии из книги будет маловато. Недостаточно читать мысли, необходимо перенять сознание целиком. А если именно это нечто и делает, дублируя буквально все, включая нейроны и импульсы, то как копия понимает, что она копия? А поняв, почему не борется сама с собой? Идея о наличии сознания у одной клетки сама по себе граничит с безумием. Полноценная же личность не захочет ни смерти своих друзей, ни гибели целого мира. В общем, просмотр порождает огромную кучу вопросов. Она теперь хочет замерзнуть, ей отсюда не выбраться. В 2011 году киноделы решили вернуться к классике, коей для них стала и повесть, и культовый фильм Карпентера. Картина снята в форме приквела и рассказывает о том, что произошло на той самой норвежской станции. Работа была проделана титаническая. Куча отсылок, прямых цитат, художественных связок. Технически оба фильма можно объединить в один, и никаких склеек заметно не будет. В эпоху бесконечных сиквелов и ремейков это единственный идеальный пример того, как надо работать. Впрочем, несмотря на эталонность формы, содержание назвать таковым снова нельзя. В первую очередь дала о себе знать типа эмансипация. Невероятно крутого Макриди заменила палеонтолог Кейт. Прожженные полярники и ученые и шага без нее ступить не могут. Спросите, что происходит, когда она сама начинает тупить? Да полная жесть! Например, Кейт находит собственный способ выявления нечты. Его, кстати, в оригинале не было. Однако сценарист, пораскинув мозгами, выдал офигенно чумовую вещь. Тем не менее, когда тупые мужики принимаются вопить и палить друг в друга, Кейт, вместо того, чтобы попытаться разрядить обстановку и объяснить очевидное, ничего не делает.
Для чего? А для того, чтобы потом с легким сердцем присоединиться к одному, очевидно, для нее невиновному, который замочил другого, очевидно, для нее невиновного. Логика! В целом же сюжет развивается по накатанной. Случайно находим на поверхности жуткую тварь, которая должна находиться глубоко подо льдом, вырубаем ее и тащим к себе под крышу. Не, разок тут вспоминают о стерильности. Само собой, это делает именно Кейт. Действительно, вдруг пришелец болеет каким-нибудь альдебаранским спидом или центаврической гонореей. Однако тупой самовлюбленный мужлан тут же затыкает мудрую женщину и приказывает сверлить дырку во льду. И это при том, что даже в фильме 51-го напрямую говорят, что пришелец может быть носителем вирусной инфекции. Это тело может нести организмы, опасные для нашей планеты. Там вирусы. Хотя о чем это мы? У полярников уже идет масштабная пьянка. Нечто сбегает. Ну, эпичным рывком вылетает прямо изо льда, пробивая потолок. С каких это пор глыба начинает таять изнутри? Или нечто в жопу был вставлен личный обогреватель? Будем искать группами по 2-3 человека. Это, конечно, не прогулки в одиночку из 80-х, но тоже как-то скромновато. Вы размер этой твари во льду вообще видели? Самое смешное, что никакого оружия, даже топора или гвоздодера, никто не берет. Нет, те, может, и не спасут, но хотя бы умирать не так обидно будет. Далее пришельца жгут, а выжившего отправляют поближе к цивилизации. Казалось бы, все, Земле наступила хана. Но тут в дело вступает очень умная, правда несколько тормознутая Кейт. После чего внезапно оказывается, что пришелец успел за 3 секунды превратиться даже не в одного, а в целых 2 людей, ни один из которых его даже не касался. Вертолет падает, причем всего в 3 километрах от станции. Однако проверить, есть ли там живые, никакой возможности нет. Ну ладно, лететь не на чем, но поехать на снегоходе, а потом пройти ногами пару километров никак нельзя. Совсем? Полярники, блин! Скажете бла-бла-бла Антарктика, бла-бла-бла холодно, а ничего, что выжившие припрутся потом сами, ночью, без всяких вездеходов. Хотя о чем можно говорить, если стены тут снова фанерные? Ответа на вопрос, зачем бегать в монстрящем обличье, когда ты способен за секунду в человека превращаться, тоже почему-то нет. Нечто же внезапно решает вернуться на свой корабль. Зачем? Его кто-то в отсутствие хозяев отремонтировал. А как вам сама идея звездолета-кабриолета? Так я вижу, как золотая инопланетная молодежь несется сквозь голубые туманности на летающей тарелке с открытым верхом. Дальше же начинается вообще какая-то дичь. То падение в черные бездны без всякого вреда для себя, то монстр, который умеет менять свою форму, но не способен протиснуться в огромную щель, то прогулки с голой жопой по ночной Антарктике. Хотя даже в фильме Карпентера продолжительность жизни в таких условиях составляет считанные минуты. Ну а заканчивается все тем, как Кейт думает, ехать ли ей на русскую станцию или нет. А знаете, было бы интересно посмотреть. Несмотря на чуть ли не нежное отношение к картине Карпентера, ровней ему приквел так и не стал. Это очень хорошее кино, но страдает от большего количества недостатков. Оно провисает с повествовательной точки зрения, страдает от сюжетной невнятности. Слишком многое в нем не раскрыто и происходит просто так, безо всяких причин. Более того, оно уступает родителю даже технологически. Компьютерная графика скромно меркнет перед пусть местами и явно кукольными, но в основном до жути натуралистичными спецэффектами 80-х.
Чувствуется, знаете, в приквеле какая-то попса. Не сказать, что «Родитель» является прямо уж артхаузом. Однако душа и глубокая авторская вовлеченность шарашат из него только так. Иными словами, культовым статусом фильм Карпентера обладает абсолютно заслуженно. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги.